Витаю, дороженькие, с вами Ян Калка, и сегодня мы приготовим коктейль «Черный бархат», он же Black Velvet. Об истории не буду долго рассказывать, почитайте в интернете. Сейчас у нас полуэксперимент, потому что я так не делал, подобрал бокал, и сейчас мы с вами подумаем, как максимально интересно и красиво это можно сделать. Правда, у меня только одна бутылочка Гиннесса. Гиннесс можно заменить любым стаутом. Если нету стаута, да возьмите любой там темный портер плотный. И шампанское. В данном случае у меня не шампанское, у меня какое-то игристое белое Mucho Mas. Что-то из испанское, типа кавы, наверное. В общем, все равно игристое любое вино. Белое. И давайте открывать. Я сразу вливать Гиннесс. Так, чтобы меньше, сразу объясняю, чтобы меньше было пены. Вы пока посмотрите, как красиво лавинный эффект идет. Я смочил бокалы, чтобы было меньше пены, в том числе и от шампанского. Не знаю, правильно это нет. По итогу мы увидим. Отдельный бокал для Гиннесса. Коктейль состоит из 1/2 части стаута и 1/2 части шампанского. Открываем шампанское. Можно заменить шампанское сидром, но я не рекомендую. Я как-то, во-первых, я уже говорил, что сидр нельзя ни с чем мешать. Возможно, у меня и у моих товарищей такой организм, но сидр, смешанный с чем-то, приводит к ужасному утреннему похмелью. Поэтому сидр я не рекомендую мешать. Так. Итого, давайте сначала разберемся с этими двумя маленькими бокалами из-под шампанского. Я все-таки в основном все льют сначала пиво, потом шампанское. Я хочу, чтобы у меня внизу было шампанское, поэтому я его охладил довольно сильно. Видно, бутылка она запотела. В общем, опа. Наливаем половинку шампанского. Все равно, да? Ух ты! Бокал фигово помыл. Ну ладно. А вообще, наверное, надо было без этой штуки. Ё-моё! Без этой штуки надо было наливать. Быстрее бы ушло. Так. И ждем. Сейчас получится у нас первый или нет. И потихонечку вливаем. Можно на обычную ложку, у меня типа крутая. Но можно обычную ложку. Не получится. Хотя что-то там получилось, но нет. Давайте нальем сюда. Первый блин комом. Так, пиво есть. Пробуем наливать шампанское. Сейчас шампанское, наверное, по ложке. Так, что-то я взял как еврей. Получилось? Да, вот здесь получилось. Так, а не будет? Ну, надо больше просто доливать. Больше доливать. Вот эта вот фишка, когда шампанское сверху, оно получается у всех слоями. Я хотел именно, чтобы снизу пиво было. Да, видно. Немножко, может, пропорции не те, но видно. Давайте еще сюда попробуем в этот винный бокал. Все-таки сделать, чтобы шампанского было снизу. Снова еврейский. Еврейские корни. Слабенькое шампанское, если честно. Ну, в смысле, по аромату. Я такое, вот это вот шампанское, Mucho Mas. Ну, вернее, игристое вино, не покупайте. Я вот по одному аромату слышу, что оно не очень. Так, давайте пробуем все-таки еще раз. Пробуем еще раз.
Нет, смешивается. Нет, нифига. Смешивается. Плотности, ну нет, оно видно чуть-чуть, но нет. Блин, ну все-таки да. Темный низ, белый верх. Вот это идеально, если вы хотите показать своей девушке и так далее. Прикольно. Когда это можно выпить? Для себя можно это попробовать. Дальше это можно вынуться перед девушкой. Более того, газики от шампанского быстрее принесут алкоголь к мозгу, донесут, скажем так. В пивном бокале очень красиво. Да, красиво. Сейчас надо было подождать, пока пена уйдет. Она уйдет и будет круто. Хотя, наверное, даже в пивном... Да, вот видите, уже пошел слой. Сейчас я вам покажу. А я вам сейчас все как обычно покажу. Видите, слой пошел, он будет и дальше. В общем, смысл в том, что сложно сделать этот красивый коктейль, когда у вас низ шампанское, верх пиво. Нужно либо подбирать какие-то вина игристые определенной плотности, либо пиво, хотя пиво стандартно считается Гиннес в этой истории. Сейчас отходит, но это очень красиво. Если камера покажет, да, и вот здесь видно, что верх такой, можно, я долью сейчас. Я думаю, что девушка офигеет. Даже если вы нальете там в какой-нибудь темный портер какой-нибудь границы или Лидского, то это можно все равно сделать круто. Ну, подача, во-первых, красивая, во-вторых, газики, они никуда особо не деются, никуда не пропадают. Ну вот в пивном бокале это круто смотрится, очень круто. То есть посмотрите, да? То есть и шапка пенная, тут видно, что пена, и разделение. Вот эти вот не получаются. То есть по плотностям там, возможно, нужно было наоборот пиво в холодильник, надо смотреть. И винный шампанский бокал тоже классный. По вкусу. Давайте смесь обычную. Она уже как бы ушла, поэтому можно... Наверное, я хотел сфоткать красиво, чтобы на заставочку, но не получится сфоткать, потому что я все-таки хочу продегустировать. Наверное, какая-то из этих фоток уйдет на заставку, но пробуем. Ну, такой шоколад. Кстати, шоколад пробивается больше, чем в самом Гиннесе. Гиннес сам довольно пустой. Такой винный шоколад. Ну, здесь пробивается больше. Все-таки вино сильнее намного. Вино сильнее намного, и это такое. Получилось нестандартное игристое вино. Не очень. Вот это. В общем, вот эти вот варианты без пены, они, ну, просто нестандартное вино с красивой подачей. Наверное, в идеале все-таки вот этот вариант. Вот этот вариант. Когда пенная шапка, сейчас будет пена. Дальше снизу пойдет Гиннес. И сверху будет шампанское. Игристое вино. Блин. А вот это да. Причем почему-то сначала... Да, вот это интересно. В общем, и тоже, это прикольный коктейль. Прикольный коктейль для подачи девушки. Я не думаю, что... Ну, один раз вы можете попробовать сделать дома для себя, для интереса. Но не более того, я не думаю, что найдутся прям фанаты. Такой коктейль можно сделать по приколу. Обратно же девушке. Здесь быстренько ей ударит при знакомстве, показать, какой вы обходительный и интересный молодой человек.
И можно, наверное, с похмелья с утра, чтобы вас быстрее отпустило, да, похмеляются шампанским, пьют утром шампанское дегенераты, да, аристократы. Но это, кстати, действенный метод быстро донести необходимые спирты в нашу кровь, поэтому вот это, наверное, можно пробовать и мужикам с утра. Надеюсь, эксперимент еще будет продолжаться, но мне плюс-минус все ясно с этим коктейлем. Кстати, здесь вот сейчас пробил чуть-чуть. Да, верх светлый, он как бы поинтереснее. Если знаете, что я сделал неправильно, либо наоборот правильно, пишите в комментариях, советуйте. Если пробовали делать Black Velvet, пишите мне, рассказывайте, получилось у вас или нет. В целом достойно, я бы выбирал вот этот вариант, девушки вот этот вариант. То есть по-любому темный низ, светлый верх. И либо пивной бокал, винный я бы не лез, либо пивной бокал, либо бокал шампанского, чтобы это было красиво. Но в бокале пивном все-таки как-то аутентичнее и правильнее. Потому что подавали это пиво в пивнухах. С вами был Ян Калка. До новых встреч. Экспериментируйте, пейте хороший алкоголь, не пейте много, не злоупотребляйте. Пока.